Главные новости этого дня. Несколько часов назад был срочно госпитализирован известный российский артист театра и кино Евгений Миронов. 57-летний актер получил тяжелую травму на театральной репетиции. По данным СМИ, прямо во время тренировочной репетиции произошло обрушение театральной конструкции, в результате чего Евгений Витальевич Миронов и работник техперсонала театра были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Вчера вечером в Санкт-Петербурге арестовали известную музыкальную группу 90-х годов под названием «Отпетые мошенники» по обвинению в измене родине. В результате расследования стало известно, что за последний год российские музыканты оказывали финансовую спонсорскую помощь враждебным государствам для Российской Федерации. За это время группа «Отпетые мошенники» отправили незаконные финансовые средства на сумму почти $1 миллион. За подобный проступок российских музыкантов ждет крупный уголовный срок. У члена комитета известного российского и советского актера Александра Михайлова родился третий внук. Назвали Евгением. Отметим, что совсем недавно дочь Александра Михайлова вышла замуж за своего сокурсника по институту. В полицейский участок был доставлен российский артист, резидент программы Comedy Club Александр Ревва по делу о чрезвычайном событии, которое произошло несколько дней назад в самолете Москва-Владивосток. Отметим, что в самолете Владивосток-Москва находились Александр Ревва, его брат, другие пассажиры и начальник Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Между братом Александра Реввы, который нарушал общественный порядок, и начальником Следственного комитета произошел конфликт, который привел к весьма трагическим последствиям. На данный момент Александр Ревва находится в полицейском участке как свидетель. Очень непростые времена переживает на данный момент самая народная организация «Антикоррупционный комитет» Никиты Михалкова. За последнее время завистники и недоброжелатели комитета подали колоссальное количество жалоб на команду Никиты Михалкова, а некоторые коррупционеры, чиновники и министры напрямую обратились к Верховному главнокомандующему с просьбой запретить работу комитета на территории России. Более того, в 15 филиалах антикоррупционного комитета в разных городах Российской Федерации прошли обыски. Их проводили службы федеральной безопасности. Однако руководство организации Никита Сергеевич Михалков и Александр Иванович Бастрыкин незамедлительно жестко отреагировали на данные события. Товарищ Михалков и Александр Бастрыкин заявили, что несмотря на чрезвычайные события, антикоррупционный комитет продолжит работу в штатном режиме, а жалобы коррупционеров – это не что иное, как попытки спасти министров от конфискации, свою недвижимость и имущество. Никита Сергеевич Михалков четко заявил, что многим министрам, коррупционерам и чиновникам очень не нравится, что антикоррупционный комитет оказывает помощь простому народу, а не выслуживается перед властью. Помимо этого стало известно, что те люди, которые проводили незаконные обыски в филиалах антикоррупционного комитета, будут привлечены к уголовной ответственности. Очень неприятный сюрприз ожидал певца Владимира Преснякова и его супругу при возвращении с музыкальных гастролей. Оказалось, что в отсутствие музыканта неизвестные преступники ограбили трехэтажный особняк Владимира Преснякова и его жены, певицы Натальи Подольской. Семья известных музыкантов не досчиталась многих ценных вещей и крупной наличной денежной суммы. Существует версия, что ограбление было совершено по наводке, так как охрана особняка исчезла с места происшествия вместе с преступниками.
В результате незаконного вторжения в особняк Владимира Преснякова семья известных музыкантов потеряла наличную финансовую сумму в размере 7 миллионов долларов и 10 миллионов евро. Также пропала дорогая бытовая техника, драгоценности и предметы старины. Бесследно исчезли и 2 автомобиля премиум-класса. На данный момент ведется поиск преступников, также разыскивается охрана особняка. Известного советского и российского актера Алексея Серебрякова лишили гражданства страны Канада за незаконное ведение коммерческого бизнеса на территории данной страны. Теперь у Алексея Серебрякова сложный выбор. Ему придется возвращаться или в Россию, или искать другую страну для проживания. Известный российский музыкант, участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин был задержан полицией по обвинению в смерти своей матери. Алексей Потехин после завершения музыкальной карьеры стал увлекаться спиртным. Трагическое событие произошло 2 дня назад. Во время употребления спиртных напитков мать сделала замечание Алексею Потехину, после чего известный музыкант повел себя неадекватно и нанес 2 ножевых ранения своей матери. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости о семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Сегодня поздно ночью в результате авиакатастрофы погибли 3 члена семьи Сергея Шойгу: его супруга Елена, старшая дочь Александра и средний сын Дмитрий. По данным прессы, члены семьи Сергея Шойгу летели на частном самолете на отдых за рубеж в страну Турция. Одна из причин трагического события – это ошибка летчика, которую он совершил в результате непогоды и плохой видимости. В результате аварии помимо 3 членов семьи Сергея Шойгу, супруги, дочки и сына, погибли 2 летчика частного самолета. На данный момент выясняется, почему Сергей Шойгу отправлял на отдых свою семью на частном самолете, а не воспользовался услугами официальных авиакомпаний. К слову сказать, это уже не первая трагедия в семье Сергея Шойгу за последние 3 месяца. Помимо этого, бывший министр обороны Российской Федерации, благодаря работе антикоррупционного комитета, несколько раз привлекался к уголовной ответственности, но был освобожден приказом Верховного главнокомандующего. Накануне вечером ушел из жизни известный советский и российский актер 80-летний Александр Крючков, который хорошо известен широкому зрителю по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Помни свое имя», «След», «Золотой туман» и многие другие. Сегодня день памяти известной советской и российской актрисы Инны Чуриковой. К сожалению, Инна Михайловна Чурикова скончалась еще 23 января 2023 года, и сегодня ей мог бы исполниться 81 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.